Всем привет! С вами мы, Matt the Cat, и сегодня мы приготовим 3 рецепта из геншина. Вы просили, я люблю геншин, так давайте приготовим. И чтобы нас поддержать, обязательно поставь лайк под этим видео и напиши комментарий, что из геншина нам еще приготовить, потому что рецептов там просто уйма. Давайте готовить. И начнем мы со стейка Дада. Потому что для выживания в дикой природе нет ничего важнее, чем навыки полевой кулинарии. Нам очень повезло, что в геншине очень подробно прописаны рецепты. Стейк Дада. Возьмите большой кабаний стейк и натрите солью с обеих сторон. Люди с развитыми потовыми железами могут пропустить этот шаг. Надеюсь, это не я. Оберните мясо в тонкую ткань, привяжите прямо к спине и всю первую половину дня посвятите интенсивным физическим нагрузкам. После этого отвяжите стейк и наслаждайтесь блюдом. После того, как мясо достаточно пропитается солью и прогреется от солнечных лучей и вашего тела, оно приобретет характерную упругость и стойкий запах дичи. Употреблять лучше всего с хлебом из муки грубого помола и волчьим крюком. Волчий крюк. Пойдемте привязывать мясо к спине. Буся за телеком. Итак, у нас есть кусок стейка из истинного короля драконьего хребта, почти волчий крюк, и у нас есть специальная обмоточная ткань. Немножечко волчьих крюков. Волчий кот. И для начала нам нужно просто подготовить мясо. Мы не будем надеяться на потовые железы и натрем солью стейк с обеих сторон, как указано в рецепте. Есть разные мнения, когда лучше солить мясо, но именно свинину советую солить до жарки, чтобы она стала мягче. Укладываем мясо в ткань и заворачиваем. Ткань должна быть легкая и дышащая, лучше хлопковый отрез или марля. Я ничего такого не нашел, поэтому просто взял рубашку. Сверху мы обвязали сверток шпагатом, чтобы мясо не выпало, и заодно легче будет привязывать его к спине. Сильно перетягивать не нужно, мясо должно лежать свободно. Стейк запакован, и теперь привязываем его к спине. Мэтт, я тебе игрушку соорудил. Готово, мясной рюкзачок. И надеваем одежду, которую не жалко. Мясо упаковано, и мы готовы продолжать. Я сейчас понял, что я похож на господина Сосори из Красных Песков. Посмотрите. Господин Сосори из Красных Песков. Следующий рецепт. Наш следующий рецепт — это мятное желе. Освежающий десерт. Сделать его очень просто. Мягкий вкус и морозный аромат мяты придадут бодрости на целый день. Восстанавливает от 800 до 1200 хп. Давайте готовить. Желе сейчас будем готовить мятное. Бусь. Матюш. Прелестный кот. Чтобы приготовить желе, нам нужна мята. Мы взяли 50 грамм. Тщательно ее моем и отрываем листочки от стеблей. Странно, обычно Мэтти нравится запах ментола и мяты. Видимо, этот сорт мяты ему не по вкусу. Кстати, листья с самого верха кустика лучше оставить для украшения желе в самом конце. Призываем Яромира и на огонь ставим кастрюлю. В нее нужно вылить литр воды. И чтобы она быстрее закипела, лучше заранее вскипятить чайник. Закидываем в кастрюлю мяту и перемешиваем. Теперь нужно дождаться, пока вода закипит, снять с огня и дать настояться минут 15. И даем остыть 15 минут. Как только мята настоялась, процеживаем ее через сито в миску. Высыпаем туда же 200 грамм сахара, выдавливаем пол-лимона и перемешиваем до полного растворения. Коржик, бусинка. Буси, 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 буси. Коржик, птицы тоже хотят жить, оставь их. Как только сахар полностью растворился, добавляем несколько капель красителя и опять мешаем, чтобы получить цвет желе, как в игре. Теперь высыпаем в этот сироп желатин. На литр у нас ушло 2 пачки. При этом пачки разных фирм. Одинаковых я в доме не нашел. Но вообще так лучше не делать, потому что результат может быть печальным. И мешаем, чтобы желатин полностью растворился. Разливаем будущее желе в формы. Мы сразу сделали 3 на всякий случай. И готово. Убираем в холодильник на несколько часов. Прошло несколько часов, и желе застыло. Бусь. Осталось его вытащить. Круто? Круто. Чтобы достать желе из формы, наливаем в миску горячую воду и ставим в нее чашку на несколько секунд. Желе сразу начинает плавиться и отстает от стенок. Теперь накрываем сверху тарелкой и переворачиваем. Снимаем миску, и вот оно, наше желе. Как и любой гидрослайм, начинает таять под воздействием пироэнергии. Поэтому еще раз убираем в холодильник, а пока вытащим еще один. С остальными поступаем точно так же. Главное не передержать в горячей воде, иначе желе растает слишком сильно. Лучше сразу ставить на серединку. Надеюсь, это серединка. Красота. У нас получилось целых 3 мятных желе. Украшаем сверху листочками мяты. И готово!
Мятное желе. Вы смотрите, какое оно классное. Мэтти, смотри, что мы с тобой сделали. И, наконец, пробуем. У нас получилось целых 3 мятных желе. Предпочитаю думать, что это гидрослаймы. Прошу вас. Вкусное мятное желе. А что самое главное, оно восстанавливает 9% хп и еще 1000 сверху. И делается из мяты, которая растет просто повсюду, и можно наварить его немерено. Получилось офигенно. Это как будто концентрированный кусочек моря. И вкус свежий, как морской бриз. Мне очень понравилось. И, наконец, сделаем яичную крепость. Прекрасный доступный баф на атаку. Питательное блюдо из яиц. На поджаренный тост уложено яйцо пашот и несколько слоев ветчины. Сверху все это полито густым майонезом. Соус больше похож на голландез, голландский соус, а не на майонез, поэтому мы сделаем его. Давайте готовить. Идеально. Начинаем мы с соуса. Для начала растопим 130 грамм сливочного масла в микроволновке. Голландский соус — это родной брат майонеза. Только вместо растительного масла используют сливочное, из-за чего его цвет желтее, и он больше похож на тот, что нам нужен. Чтобы его приготовить, берем 3 яйца и отделяем желтки от белков. Нужны нам будут только желтки. Кладем их в миску, сразу солим и перчим. Добавляем столовую ложку холодной воды, 1,5 столовой ложки лимонного сока. Косточка, наш злейший враг. И немного взбиваем, чтобы все смешалось в единую массу. Теперь нам нужна водяная баня. Для этого призываем Яромира, ставим на него кастрюльку и наполняем ее водой. Сверху ставим миску с яйцами. Касаться воды она не должна. Сейчас мы нагреваем желтки и слегка взбиваем. Тут главное не перегреть, чтобы они не свернулись. И тонкой струйкой вливаем сливочное масло, не переставая взбивать. Масло и яйца обязательно должны быть одной температуры, иначе все может свернуться. Как странно это выглядит. Ничего, сделаем еще. Я почти не расстроен. А там дно плавает. Пробуем еще раз. Миска оказалась не особо термостойкой, поэтому повторяем еще раз. В итоге соус должен загустеть. Джейми учит сразу заливать его в термос, чтобы он оставался теплым. И варим яйца пашот. Используем самый простой способ, чтобы наверняка. В половник укладываем пленку, смазываем ее маслом и туда яйцо. Заворачиваем и в воду на 3 минуты. Все просто. А пока быстро поджарим хлеб и ветчину. Смазываем сковородку маслом, укладываем туда хлеб и ненадолго прижимаем. Переворачиваем и жарим со второй стороны. Хлеб готов. Кладем на сковороду 2 ломтика ветчины. Как поджарились, переворачиваем. И собираем нашу яичную крепость. На хлеб кладем кусочки ветчины. Сверху укладываем яйцо пашот. И все это сверху заливаем соусом голландез. И перчим, как на картинке. Осталось разрезать яичко. Получилось очень похоже, и я очень горд собой. Голландез здесь писался идеально. Давайте пробовать. Пусть уж яичная крепость. Господин Мэтт, заинтересованы? Короче, я в шоке, что это получилось настолько похоже. В общем, это очень вкусно. Я бы сюда еще авокадо добавил. Ну, как минимум полдня я с ним проходил на спине. Я надеюсь, он промариновался. Единственное, в рецепте написано, что он должен приготовиться от тепла тела и от лучей солнца. Я так рисковать не хочу. Я не уверен, что тепла моего тела хватит, чтобы приготовить вот эту вот свинину. Поэтому сейчас мы ее пожарим на сковородке, подадим с волчьими крюками и крупнозерновым хлебом. Матюш?
Матюше пофигу. Давайте хоть посмотрим, что там у нас. Он вообще жив? Не, все хорошо, можно жарить. Берем Яромира. И, конечно, чего-то не хватает. Пижам! Переход от бога. Ты же, надеюсь, здесь был переход? Как обычно, Матюша и огонь несовместимы. Жарить будем на сковороде гриль, потому что в Геншине есть рецепт стейка мясного, и там мясо вот с полосочками такими. Поэтому, скорее всего, стейк Дада тоже будет такой. Насколько этот рецепт подробно не был описан, там нифига не написано вообще, как это готовится. Чисто волчьи крюки, а там придумывайте, что хотите. Мясо, волчий крюк, спина. Сковороду ставим на средний огонь и поливаем все маслом. Ждем, пока она раскалится. По идее, соль должна была размягчить мясо. И на сковородку. Поскольку это стейк со спины, жарим до золотистости. Но лучше, чтобы мясо прожарилось как минимум до середины. Можно еще накидать и трав, но в рецепте их не было, поэтому мы их добавлять не будем. И переворачиваем. Со второй стороны кусок мяса должен прожариться чуть быстрее. И чтобы не терять время, можем одновременно пожарить здесь крупнозерновой хлеб. Сделаем вид, что это крупнозерновой хлеб. Сила воображения. Если рецепт не точный, то я тоже совсем не точен. Да, и у нас есть специальная кофеварка для прижимания хлеба. Я бы, наверное, уже попробовал разрезать мясо и посмотреть, что там да как там. Вообще, кстати, зачем нам разрезать мясо? И всегда хотел попробовать измерить температуру мяса в середине. У мяса well done должна быть температура где-то 70 градусов. Вот и узнаем. «71 градус». Ну, типа, приготовилась, наверное. Что творит эта кофеварка? Стейк. Крупнозерновой хлеб. Господин лось. И посыпаем все хаотично. Хаотичными волчьими крюками. Так, вы недостаточно хаотичны. Стейк из истинного короля драконьего хребта с крупнозерновым хлебом и волчьими крюками. Волчьи крюки потеряли немножечко свои крюки. Крупнозерновой хлеб не такой уж и крупнозерновой, учитывая, что он цельнозерновой. Теперь приглашаем Матюшу и пробуем. Волчий крюк. Смотри, вот здесь твой друг, господин лось. Ягодку. Прожарилась отлично. Попробуешь? Это вкусно. Мясо, потому что было в соли полдня, оно размягчилось. И стейк получился очень жирненьким и вкусным. Цельнозерновой хлеб. Никаких кабанов. Только хлеб. В общем, этот рецепт не так уж и безумен. Получилось вкусное мясо. Поэтому мы с Матюшей ставим лайк этому рецепту. Его можно готовить. И сегодня мы приготовили 3 рецепта из Геншина. Мне очень понравилось, потому что они получились очень похожи и очень вкусными. Спасибо, что были с нами. Обязательно ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь, если еще не подписаны. И напишите в комментариях, какие еще рецепты из этой драконьей горы геншинских рецептов мы еще можем приготовить. Еще раз спасибо, что были с нами. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца.